Беспроводные наушники с защитой от брызг и пота класса IPX7, 3 предустановками эквалайзера, беспроводной зарядкой бокса, отличной посадкой, шикарным временем автономной работы до 35 часов. Разумеется, вместе с боксом. Ко всему этому они имеют двойные микрофоны с шумоподавлением для четких звонков и полноценное сенсорное управление. Как вы уже поняли, данные характеристики можно прочесть в рекламе к беспроводным наушникам Anker Soundcore Live A1. Но как же на самом деле дела обстоят у конкретно данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для Soundcore коробке. Весит упаковка 148 граммов, выполнена она, как всегда, в синеватых тонах, на ней есть изображение модели и краткая характеристика с основными фишками. Пакинг хороший, в комплекте мы имеем краткое руководство, стандартный кабель для зарядки USB-A на USB-C, набор комплектных амбушюр разных размеров, а также 2 пары силиконовых насадок для плотной посадки в собственном ухе. И 3-я пара уже находится на самих наушниках. Далее есть сам бокс и наушники. Бокс без наушников весит 47 граммов, один наушник весит 6 граммов. Габариты бокса 80 на 36 на 32 мм. Наушники в размерах 19 на 25 на 27 мм. Звуковод круглой формы, он имеет выступ для удержания амбушюр и металлическую сеточку. Его размеры 5,8 на 2,4 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты, как всегда, в описании. В описании также есть мой телеграм-канал с промокодами, телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал со скидками. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже имеется только черная расцветка данной модели. Дизайн бокса привлекательный, изготовлен он из матового пластика, материалы не марки, но потертости на нем появляются моментально. В принципе, как на всех саундкорах практически. Сборка, как и качество материалов, хорошая, но люфт у крышки есть, хоть и минимальный, и только в закрытом состоянии. В кармане он мешается из-за габаритов, и понятно, что кому-то из-за габаритов покажется неразумным его приобретать. Да вообще неразумным. Форму могли бы другую придумать. На корпусе расположили LED-индикаторы, выступ для удобного открытия крышки, логотип и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, но не сказал бы, что это удобно. Шарнир пластиковый, и крышка в открытом состоянии фиксируется, за что плюс. Хлопок при закрытии бокса глуховатый. Внутри же расположили 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом и маркировку, как всегда, left-right. Наушники в боксе не гуляют. Если попытаться их вытряхнуть, то нужно будет приложить много усилий. Извлекать наушники из бокса довольно удобно. Переходим к ушам. Изготовлены уши из глянцевого матового пластика. Дизайн наушников лично мне понравился, выглядят они отлично. Сборкой данной пары на свою стоимость, если не лучше. Посадка плотная, из ушей выпирают не сильно, плюс за силиконовые насадки для плотной посадки, мне удобно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки лично я не обнаружил, и уши не устают, что довольно странно, потому что первично я думал, что будет неудобно. При занятии спортом из ушей они, разумеется, не выпадают, что хорошо. Пассивная шумоизоляция, я бы даже не сказал, что средняя, а даже выше среднего. На корпусе есть 2 контакта для зарядки, 4 микрофона, в общей сумме логотип на область управления. Из тапов на борту плей-паузы, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, переключение между эквалайзерами. И, разумеется, инструкцию лучше не терять, либо потом придется гуглить в интернете, что и что. Настроить нажатие возможности нет, что, конечно, фейл, и к программе данные наушники не подключаются. На тапы наушники откликаются хорошо, но вот между эквалайзерами неудобно, так как нужно самому угадывать, какой же эквалайзер включился. А также треки переключаются только вперед. Команды сопровождаются приятными системными звуками, стандартными, опять же, для анкеров. Если у вас когда-нибудь были, то вы знаете, о чем я. Оснащены наушники 8-мм динамическими драйверами с 3-слойными композитными диафрагмами. Активного шумоподавления режима прозрачности не завезли. Есть 3 встроенных эквалайзера, такие как Soundcore Signature, Bass Boost и Podcast. О них мы поговорим, разумеется, позже. Заряд наушников в шторке отображается, но бокса вы заряд не узнаете, только по диодам. По одному наушники работают и при подключении бесшовно. Автоматически подключаются с ранее сопряженным устройством только после изъятия наушников из бокса. То есть бокс у нас не умный. Датчики обнаружения у наушников отсутствуют. Емкость аккумуляторов наушников не указана, как в целом и самого бокса. И если вчитываться, в принципе, под крышкой эта информация есть. Полный цикл зарядки бокса 2 часа, а наушников до 1 часа 25 минут. Беспроводная зарядка бокса есть, и это удобно. Саморазряд у бокса я не наблюдал. По моим тестам отыграли наушники по кодеку AAC 8 часов. С боксом данная пара может прослужить до 32 часов. 10 минут подзарядки наушников в боксе дают 1 час прослушивания, опять же, в тех же условиях, что является довольно средним показателем. Водонепроницаемость, она есть только у наушников класса IPX7, и это прям хорошо, я бы сказал. Я искупал их в воде около 30 секунд, притом в соленой по итогу функционал не пострадал. Разумеется, микрофоны я тестировал до утопления, но вам я не советую подобным заниматься, тем более в соленой воде, так как класс защиты защищает максимум от мелкого дождика и от пота. Плавать в них нельзя. Подключить данную модель к приложению Soundcore, к сожалению, возможности нет. Bluetooth версии 5.0 не самый худший, но учитывая, что уже есть версия 5.3, хотелось бы Bluetooth чип
поосвежее, тем более они не такие дорогие. Из кодеков на борту только SBC и AAC, никаких кодеков высокой четкости. Через одну стену они не отваливались, а вот через две стены уже связь у меня пропадала. Задержка на YouTube незаметна, и все, кто хочет мне написать, что алгоритмы YouTube подразумевают с любыми беспроводными наушниками у вас будет незаметная задержка, это не так. Я встречал просто море беспроводных наушников, у которых задержка на YouTube есть. Здесь ее нет. В играх задержка не особо заметная. По мне играть можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с технологией шумоподавления показали себя не самым лучшим образом, но нормально для данной ценовой категории и данного форм-фактора. Конечно, перегруз присутствует, как и искажение голоса, что неудивительно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов в помещении, и вы сейчас слышите, как А1 могут отрабатывать в довольно плохой акустике, с одной стороны. С другой стороны, здесь, во всяком случае, немного шума. Но к шуму мы еще вернемся. В целом микро неплохие. Тут сейчас подхожу к машине, которая довольно громко шумит. В целом небольшое движение на улице есть, но по большому счету, что необходимо понимать, что сейчас довольно сильный ветер, что у этих штуковин не особо волшебное расположение микрофона. То есть вы четко понимаете, что от источника звука они далеки. И вот так при задувании ветра вас будут слышать собеседники, а вот так, если мимо вас будет проезжать машина, они вас не услышат, скорее всего. Не самые худшие микрофоны, но, повторяюсь, это максимальный лоу-кост для анкеров. Торчат, правда, чуть-чуть. Звучание. Напоминаю, что есть 3 предустановки. Эквалайзер для подкастов или аудиокниг лично мне не понравился. Остальные 2 похожи друг на друга. С эквалайзером бас-буст пропадает с середины из-за усиления басов. Здесь чисто V-образная чиха. Конечно, если вы любитель басхедного звучания, то в целом данная предустановка вам подойдет. Но для меня куда лучше звучит эквалайзер Soundcore Signature, о чем я расскажу подробнее дальше. Запас громкости есть, звучание с данным эквалайзером более сбалансированное, но все равно имеется акцент, разумеется, на низкие частоты. Бас глубокий, средний бас в наличии, как и небольшое ощущение многослойности. Середина неплохо проработана, высокие звучат приятно и четко, детальности звучанию достаточно, инструментал различим, а вот с эквалайзером бас-бустер баланс пропадает. Но долбежка прям приличная. Из минусов: нет поддержки приложения, старенький Bluetooth, переключение треков мне не понравилось, хотя физическая, а не сенсорная кнопка управления это удобно, и выключение прям с наушников тоже удобно. Нет оповещения о переключении эквалайзеров, нет активного шумодава, нет мультипоинта, а также довольно странная форма бокса. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, обязательно на телеграм-канал скидок. Самое полезное и интересное, я всегда вам говорю, если вы хотите что-то приобрести, просто заходите в телеграм-канал, вбиваете название модели и смотрите, в какой ценник примерно все это дело выходило. Либо, если вы ищете актуальную цену выгодную, смотрите последние 2 дня, что я постил. Если там что-то есть веселое, значит выгодные ценники есть. А я подразумеваю всегда, что если вы приобретете по цене из телеги, вы, если не понравится что-то, сможете перепродать свободно. Потому что все постить смысла нет, согласитесь, нужно постить только что-то веселое и выгодное. Резюмирую, беспроводные наушники Anker Soundcore Live A1, учитывая все минусы и плюсы, данная пара подойдет для занятия спортом, так как мы имеем хороший класс защиты, отличную автономность, плотную посадку, беспроводную зарядку бокса и драйвовое звучание. Плюс довольно неплохой пассивный шумодав. Подписывайтесь на канал с колоколом. Всем, кто оставит комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Напоминаю, что есть лайв-канал, там есть руководство, как подбирать, допустим, телефон, и сегодня выпущу руководство, как подбирать наушники. Учитывая цену, от меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.